Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 11 декабря. Сегодня у нас понедельник, новая рабочая неделя. И обращаем ваше внимание, что мы с вами начинаем эту неделю очень тяжело. Почему? Потому что энергетика этого дня не предполагает чего-то хорошего. И, соответственно, день будет коварный, день будет тяжелый, даже в какой-то степени страшный, поэтому обязательно сегодня проведите практику с щепоткой соли. Таким образом вы очистите свою дорогу от любого негатива, а те помыслы, кто вам их отправлял, это все вернется обратно. Давайте далее все, друзья, более подробно разбирать в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 11 декабря, и по лунному календарю, друзья, у нас сегодня, обращаем ваше внимание, тяжелый день. Сегодня у нас с вами 28 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион до 14 часов 10 минут по Москве. А далее переход уже в знак зодиака Стрелец. Давайте разбирать с вами, что же несет этот день. Вы знаете, сегодня очень важно правильно провести день для того, чтобы эта неделя прошла у вас замечательно, прекрасно и хорошо. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас с вами 13 декабря новолуние. В какой-то степени оно будет тяжелое новолуние. Многие люди уже его сейчас чувствуют, потому что энергии достаточно мало идет из космоса, вот именно той живительной энергии, которая нам с вами нужна, поэтому многие чувствуют и апатию, и слезы, где-то депрессия, непонимание, люди в тупике, но ваша задача ни в коем случае не расстраиваться, ни в коем случае не переживать и стараться смотреть немножечко в другом русле. Итак, что же сегодняшний день, друзья, нам несет и на что вам обязательно стоит обратить внимание, чтобы в вашей жизни действительно все было замечательно и гармонично. Итак, сегодня у нас, как мы уже сказали ранее, самый опасный, страшный день. Дело в том, что сейчас очень сильно вершат свои темные дела ведьмы и колдуны, поэтому обращаем ваше внимание, очень важно понимать и осознавать, что люди ослабевают, их энергия, конечно же, истощается, поэтому обязательно заботьтесь о защите. Сегодня, выходя из дома, обязательно попросите помощи у своего ангела-хранителя, и на протяжении дня старайтесь читать молитвы, говорить аффирмации. У каждого это по-своему, но важно, чтобы вы привлекали только лучшее в свою жизнь. Кроме того, сегодня будут в вашей жизни появляться люди, которые будут нести негатив, которые будут нести обман. Поэтому, если в вашей жизни вот такое что-то появляется, пресекайте. Кроме того, сегодня будут появляться и назойливые пустые люди, поэтому старайтесь от них избегать их, поменьше с ними общаться, избавляйтесь и от мрачных мыслей, и беспросветной такой тоски. Да, энергетики мало, и, соответственно, она очень сильно влияет на человека. Кроме того, если вы чувствуете, что вам тяжело, вам чего-то не хватает, вас что-то раздражает, ваша задача сейчас не падать духом, сейчас стараться принимать все с радостью, и даже если вам сегодня хамят, шутят и не так, как бы вы хотели, да, то, пожалуйста, будьте немножко просто внимательны и осторожны, более мудрыми и терпеливыми, потому что пройдут эти дни тяжелые, и люди, знаете, как проснутся и поймут, что они натворили, и когда вы не зацикливаетесь, вы им не даете этой энергии, соответственно, они вас не трогают. Кроме того, энергетика людей в этот день ослабевает, энергия истощается, и к чему это приводит, друзья? Это приводит к нервному напряжению, накапливанию, и стресс, появляется, знаете, подавленное какое-то настроение, появляется какая-то тревога, мрачность, люди не понимают, что происходит, и поэтому ваша задача стараться все видеть только в позитивном ключе. Помните о том, что вы созидаете, что вы архитектор своей жизни, и никто и ничто не имеет права нарушить эти правила. Также обращаем ваше внимание, что сегодня один из самых и неблагоприятных
благоприятных дней для работы и бизнеса. Поэтому не рекомендуем ничего. Не стоит планировать, не стоит начинать никаких новых дел. Занимайтесь сегодня вот повседневными, обыденными делами. Да, хотите планировать, планируйте что-либо, но, знаете, вот активных каких-то действий, если вы даже будете их делать, вы больше устанете, вы больше будете раздражены, чем это будет приводить вас к тому, чтобы вы понимали, что вам и как нужно делать. И вообще сегодня будьте очень внимательны и осторожны с людьми. Если у вас сегодня совещание, обсуждение каких-то глобальных вопросов, ваша задача сегодня не зацикливаться на тех или иных моментах, потому что сегодня люди зацикливаются и думают, что это так правильно, а проходит день-два, и люди как бы просыпаются. Поэтому старайтесь сегодняшний день посвятить каким-то своим домашним делам, каким-то хозяйственным, возможно, заботам. Не рвите сегодня сердце. Вот вы видите, что у вас что-то не получается. Это связано и с работой, возможно. Это может быть связано с какими-то партнерами. Контракт не получилось заключить. Вы не должны рвать сердце, потому что ни к чему это не приведет. Вот именно энергетика этого дня, вот она, вот, знаете, как останавливает, тормозит многие процессы. И многие люди, наоборот, стараются, знаете, рвать сердце, идти вперед, идти против течения, а потом это приводит к тому, что это отражается и на здоровье, и на обстановке в коллективе и дома. Вообще сегодня обстановка этого дня будет крайне нервозная, и, соответственно, она будет способствовать возникновению каких-то различных ссор, разногласий, скандалов, конфликтов. Поэтому ваша задача сегодня быть умиротворенными, насколько это возможно, потому что каждый человек, он по-своему видит те или иные моменты в жизни, но вы должны понимать, что если вы скандалите, если вы ругаетесь, то это не факт, что это приводит к чему-то хорошему. Что же касательно здоровья, то сегодня, к сожалению, обострение происходит психических заболеваний, могут возникать какие-то депрессии, может быть возникать тоска. Также не рекомендуем ставить сегодня клизмы и делать уколы в ягодицы. Желательно в этот день соблюдать пост и воздержание. Также сегодня мы рекомендуем печь хлеб, блины, пироги, конечно же, если вы не соблюдаете рождественский пост. В пищу старайтесь употреблять сегодня изделия выпечки, а также не забывайте про ячмень, злаки. Старайтесь в этот день есть и больше молочной пищи, но в то же время мясо сегодня нежелательно. Также перед сном надо обязательно сегодня принять душ или подержать ноги в прохладной воде. Обратите на это, пожалуйста, особое внимание. Что же касательно стрижки волос, то в результате стрижки волос сегодня теряется энергия человека. И таким образом вы можете состричь свой ум и свое восприятие мира. Поэтому, что же касательно стрижки волос, сегодня все-таки не рвите сердце, возможно, сделайте паузу, а потом уже вернетесь к этому. Конечно, у каждому свое, но все же лучше так делать. Кроме того, сегодня хорошо зажигать свечи, лампады, окуривать помещение благовониями. Если у вас есть дома свечи, зажигайте их. Особенно хорошо сегодня зажигать именно церковные свечи. И это поможет вам, вы знаете, убрать вот эту раздражительную, возможно, энергетику. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо, если в вашем доме будут гореть и свечи. Включайте сегодня побольше света. Также обращаем ваше внимание, что очень важно себя ограничить сегодня именно в тяжелой еде. Ну и, конечно же, избавляйтесь обязательно от всех мрачных, от плохих мыслей и гоните от себя назойливых и пустых людей. А поверьте, сегодня в этот день их будет очень много появляться. При этом до смешного будет происходить то, что вы понимаете, что это тот человек, который злой, который завистливый, но вы все равно почему-то будете готовы с ним общаться. Все-таки будьте осторожны в этот день, потому что люди могут легко забирать вашу энергетику, именно ваши жизненные силы, а вы будете к вечеру опустошенными. Также сегодня лучше не строить никаких планов, не начинать новых дел. Обращайте внимание, чтобы заниматься больше домом, хозяйством.
Но еще раз повторимся, если вы хотите заниматься сегодня важными делами, то именно в этот день этого не стоит делать. Также сегодня нельзя верить никаким обещаниям, клятвам, прогнозам, потому что, к сожалению, это ни к чему хорошему не приведет. Что же касательно денежных операций, то все финансовые вопросы лучше отложите на более благоприятное время. Сегодня также следует избегать любых контактов с начальством, со своим руководством. Вообще старайтесь сегодня как можно меньше с кем-либо что-либо обсуждать, связанное с работой, с деньгами, с бизнесом, с личной жизнью, потому что со временем это выйдет просто-навсего вам боком. Также сегодня плохой день и для смены места работы. Будьте внимательны сегодня и будьте очень осторожны. Также сегодня плохой день для сделок с недвижимостью. На что еще вам стоит обратить внимание, так это на зачатие. Зачатие в этот день крайне нежелательно, обратите на это внимание. Также сегодняшний день вполне подходит для физических нагрузок, но опять же, если вы долгое время не занимались, и сегодня решили сдать все нормы, этого делать также не стоит. Помните о том, что наше тело, оно живое. Также, как мы уже сказали ранее, в этот день следует заниматься небольшими домашними делами. Лучше всего вы можете сделать сегодня легкую уборку в доме или в квартире. Что-то глобальное, генеральное делать сегодня в этот день не стоит. Энергетики просто-навсего не хватит к концу дня. Что же касательно снов, то сны могут сегодня пугать, быть тяжелыми и неприятными, но в то же время они обманчивые. Трактовать их нужно обязательно вам с особым вниманием. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит Архангел Михаил сегодня 11 декабря. Вы знаете, на этот день выпала карта, которая звучит следующим образом. Не спешите принимать решения. О чем эта карта? Сегодня многие люди спешат принять решения, благо скоро Новый год и хочется закрыть многие вопросы. Но сегодняшний день, именно 11 декабря, не спешите что-либо делать. Кроме того, сегодня многие люди будут чувствовать где-то неуверенность, где-то страх, где-то боязнь. Поэтому не спешите принимать те или иные решения. Даже если вас вынуждает ситуация, то в этот день этого не стоит делать, потому что буквально несколько дней пройдет и проявится у вас больше информации, и когда вы уже будете знать больше информации, соответственно, вы уже сможете по-другому реагировать на те или иные моменты в своей жизни. Поэтому обращайте на это внимание. Кроме того, сегодня не надо форсировать никакие действия, потому что ни к чему это хорошему в этот день не приведет. Помните о том, что всему свое время, иногда нужно, чтобы люди также в вашем окружении проиграли какие-то очень важные ситуации, какие-то важные моменты, и только после этого вы сможете двигаться дальше. Кроме того, не подписывайтесь, старайтесь не подписывать никакие контракты, никакие обязательства, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Также не спешите сегодня и вступать в какие-то новые отношения. Даже на свидание сегодня не стоит бежать, потому что, опять же, будет все пустое, будет все такое в негативном ключе. Не стоит этого делать. Лучше сегодня исследуйте свои возможности, альтернативы, постарайтесь изучить тот или иной вопрос, который вас беспокоит на данном этапе. И ни в коем случае не подпадайте под давление других людей, потому что они думают, к сожалению, только о себе. Поэтому в любой сегодня ситуации, которая вам нравится, или что-то вы прямо чувствуете, что-то не так, обязательно продумайте для того, чтобы понимать и знать, о чем же вам стоит делать дальше. Ну и молитва, которую мы рекомендуем, друзья, прочитать в этот день, звучит следующим образом. Архангел Михаил, помоги быть мне сильным и расслабленным, приближаясь к этой ситуации. Напоминай мне, что нужно отчуждаться и отступить назад, предоставляя возможность ситуации разрешиться без моего вмешательства. Спасибо, что защищаешь меня. Напоминаю всем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Как мы сказали, друзья, сегодня ранее, сегодня
сегодня, ввиду того, что он очень коварный, что очень тяжелый, что очень где-то в какой-то степени даже и страшный день, сегодня очень важно провести одну простую практику. В эту практику сегодня можете провести и дома, и на работе. Что мы делаем? Мы берем буквально щепоточку соли, и перед тем, как бросить через порог, обязательно через порог бросаем. Нужно сказать следующие слова. Соль волшебная, меня оберегает, от любого негатива очищает, добро и радость приумножает. Истинно да будет так. Сказали эти слова и бросили эту щепотку соли за порог. Обратите на это особое внимание. И таким образом этот день пройдет для вас более успешно и удачно. Вот такой, друзья, день у нас с вами. 11 декабря. Мы надеемся, друзья, наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.